Приветствую вас, дорогие наши друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен самому старшему, мощному и быстрому представителю в линейке Tivirun, а именно Fighter Supreme. Весь его конфиг основа от Blade Z, а внешний фактор от младшенького Tivirun Fighter. Ну что же, рассмотрим его детально, попрыгаем, все пощупаем, изучим. Погнали! Мотор, колеса. На младшеньком брате, как мы уже ранее вам рассказывали, все и показывали, здесь у нас номинал 1600 и размер магнитов 50 мм. На Supreme номинальное значение 2500, в пике практически 5 кВт на каждое колесо, в полном приводе 10 кВт. Можно пренебречь, там небольшая разница. Размер магнитов здесь 65 мм, то есть это по электрике это такой же конфиг, как на Blade Z. Но на Blade Z у нас чуть больше, соответственно, были покрышки. Здесь покрышки у нас поменьше. Это CST-шные 11-дюймовые покрышки, все вы их уже знаете. У них также есть внедорожный вариант CST-шный. На Blade Z вот такой вариант ставился. В принципе, подогнать можно, но надо будет работать, прежде чем они сюда встанут. И мы вам, конечно же, советуем, идеально встанет сюда PMT-шная итальянская резина. Стоит как чугунный мост, но она того стоит. Собственно, максимальная скорость у нас на младшем брате была в районе 85, в общем, до 90 км в час. Реально, при вот весе там 70 кг человек. На Supreme, на холостом где-то 115-120 вообще легко. Надо будет дождаться, наверное, ваших вариантов, с кем его сравнить. И на 100-метровочку поставим, посмотрим. Многие из вас, наверное, скажут, что Шторм, Dualtron, Thunder 2, что-то такое, да, там. Они будут быстрее, но я сильно сомневаюсь, ибо Blade Z все эти самокаты делал, а значит и этот также способен покорить все аналоги. Едем дальше. Так, давайте с вами заглянем под крышку деки, изучим с вами внутряночку. Что-то подсказывает, что она полностью идентична, как и на младшем Tivirun. Глянем с вами. О, так оно и есть. Не подберешься. Ну, нет смысла залезать, там не подберешься ни контроллером, никуда. Ну, как видите, куча проводов. Внутри у нас фирменная батарея LG, 72 вольта, максимальное напряжение 84 вольта, емкость 35 ампер-часов, ячейки размер 21700 и модель ячеек LG M50. В целом, вот если ваш вес 70-80 кг, то по ровной дистанции, без вот этих вот подъемов, ускорений и так далее, в целом, ну, под 100 километров есть шанс пройти реально. Это реальные цифры. Контроллеры синусные, фирменные контроллеры 55 ампер каждый контроллер. Соответственно, по математике в полном приводе 10 киловатт. Едем дальше. Подвеска. Здесь у нас такие же амортизаторы, как и на Tivirun Fighter младшем. 180 мм, ККЕ-шный амортизатор, масляный. Имеется настроечка отскока с полной блокировкой. Давайте посмотрим, как она отрабатывает и какой у нее ход. Так, сразу вы спрашиваете, какого размера дека, туда-сюда. Ну, давайте сами замеряем рабочий объем чисто под батарею. Видите, у нас тут получилось 25. Рабочий. Ну и здесь до контрольности она у нас 55. Контроллеры у нас где-то вот здесь. Ну вот 45. Полностью 55. Младшенький у нас получается меньше 20. Тут у нас вот 19,5 рабочая ширина. Общая длина деки
55. Ну, рабочее, соответственно, пространство где-то 43-44. По общей длине самокаты одинаковые. 120 плюс. По сравнению с младшей моделью, Supreme в 2 раза мощнее и на 30% быстрее. Он гораздо массивнее и тяжелее на 7-8 кг. Чтобы рама выдерживала соответствующие нагрузки, Ion Motors доработали и усилили заднюю часть, крепление маятников и упора с амортизатором. Спереди более тяжелый и массивный гусь, в который заходит вся передняя проводка. Все скрыто под крышкой с карбоновой текстурой. Тормозная система. На младшем и старшем одинаковая тормозная система, двухпоршневая гидравлика Zoom. Среднего качества тормоза выполняют свою функцию, но, естественно, если вы постоянно эксплуатируете в экстремальных условиях, на максимальных скоростях самокат, конечно же, мы советуем вам поставить другую систему. Роторы заводские 160 мм, то есть в отличие от большинства аналогов и других производителей, там ставят 140-е по-прежнему роторы, здесь у нас идут 160-е. Мы вам советуем, если дело не в деньгах, как всегда, Magura MT7 Pro. 4-поршневая гидравлика из Германии. Она идет без датчиков тормоза, но концевики можно впаять. В принципе, и это будет полноценная система с рекуперацией, с датчиками, со всеми делами. Сами роторы, конечно же, ведет, безусловно, их ведет. В любом случае, от эксплуатации рано или поздно их поведет, и они погнутся, естественно. Тут мы тоже советуем вам заменить либо на что-то более жесткое, четкое и конкретное. Это и хапы могут быть, и та же Magura. В общем, роторы 160, но более надежные и крепкие. Либо 140, конечно, нежелательно, но если вдруг решите минимизировать, как-то изменить внешний вид или еще что-то, ну 140, но хотя бы с радиаторами, с теплоотведением, чтобы сильно не перегревались. Едем дальше. Давайте вкратце пробежимся по функционалу. Он точно такой же, как и на младшем брате Tiburon Fighter. На Supreme единственное отличие – это крепление демпфера рулевой стойки. Вот такой у нас здесь кронштейн. Такой кронштейн шел в самых первых моделях Blade, а в дальнейшем шел вот такой вот у нас кронштейн. Собственно, сейчас они вернулись к нему. Гусек здесь отличается от всех остальных Тиберунов и Блейдов. Он стал более жирный и массивный. Но крепление кронштейна вот здесь у нас вот в таком виде. Здесь больше идет речь об ограничении при повороте. То есть угол при вот таком кронштейне он чуть больше. У него, по-моему, 15 регулировок от полной блокировки руля до абсолютно незаметной стабилизации. Дальше. Механизм складывания. Сама рулевая стойка стала жирная, гораздо толще и прочнее. И механизм складывания. Мы ушли от привычного хомута к вот такому новому механизму. Здесь пока сложно выявить, где будут появляться люфты. Складывается в 2 движения буквально. Вверх подняли, отсоединили, и второй дополнительный фиксатор. Видите, какая жирная у нас здесь внутри стоечка. Готово. Крыло достаточно дизайнерское, интересное, но и по функционалу не сильно уступает. И спереди, и сзади отлично брызги кроют. И на большой скорости уже проверяли, на 70-80 ездили нормально. Штаны сухие, спина сухая. Все нормально. Сзади у нас все то же самое, как и на младшем брате. Упор для ноги с подсветкой. Здесь у нас ручка для переноса. Фонарь немного мешает, но он так сделан. Вот это единственный, наверное, минус. Крючок это для зацепа, когда складываем руль для переноски. Переносить такой самокат вполне реально, хотя весит он 45 килограмм. Я думаю, все владельцы ультры, все владельцы каких-то тяжелых хальтонов, каких-нибудь Кикамур, в принципе, понимают, что это самокат весьма массивный и тяжелый, но поднять и закинуть в багажник вполне возможно. Новенькие грипсы. На предыдущих моделей такого они не ставили. Нельзя сказать, что это какой-то прям ноу-хау, но они гораздо приятнее.
эргономичнее, чем предыдущая версия. Уже известный блок управления светом и сигнал. Значит, поворотники, если оба включаем, работают как аварийка. Сигнал обычный. Свет у нас включается одной единственной кнопкой, и вместе с ней включается и подсветка. Это у нас блок NFC. Собственно, вот этим ключом, так же как и на офсетах, включается и выключается самокат. Дальше идет новенький дисплей. TV-Run со всем функционалом. Включается и выключается достаточно быстро и легко. Можно с кнопки, можно просто выключить с NFC. Здесь у нас отображается температура контроллера переднего, заднего, множество разных настроечек здесь, текущее время, максимальная скорость, средняя и так далее. Можно задать дополнительный пароль для запуска. Дисплей яркий, не бликует. И здесь у нас снизу USB порт. Можете телефончик воткнуть. Вот здесь у нас USB порт. Вот он. Дальше блок включения, регулировки, выключения и так далее. И ручка газа. Удобная, в отличие от курков. Это гораздо удобнее ручка. Подсветка работает у нас через мобильное приложение. Не нужно внутрь залезать. Все через телефон. Смотрите, как это выглядит. Итак, в заключении краткий анонсик, что нас ждет впереди. Относительно TV-рунов у нас будет выпуск по тюнингу этих самокатов, по доработке и так далее. Что планируем сделать? Значит, кастомизировать цветные маятники, потому что кому-то действительно нравятся цветные элементы в самокате. Сделаем свои выпилы красивые и так далее. Естественно, поменяем тормоза. Это будет Magura MT7 Pro. Заменим везде, где можно, шестигранники усиленные 12,9 на разрыв. Естественно, роторы поменяем тормозные. Самое главное, покрышки PMT Италия. В общем, доработаем этот самокат, все заснимем и предоставим на ваш суд. Ждем от вас комментарии. Пожалуйста, напишите, с чем же сравнить этого мощного зверя. По нашему мнению, ни Thunder Dualtron, ни чего-то такого из общепринятого и известного не подойдет сюда, ни по скорости, ни по характеристикам. Поэтому пишите комментарии. Пальцы вверх. Всех с Новым годом, наступающими праздниками. До новых встреч. Пока.